Дорогие друзья, очередная моя авторская разработочка. Интересный столбик, объемный, в то же время ажурный. Вяжется очень просто. Крючок 1,4. Пряжа 100% мерсеризованный хлопок. Но такие столбики, я уверена, великолепно будут смотреться буквально из любой пряжи. Ангора, полушерсть, полухлопок и так далее. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора с 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раппорт в ширину у нас с вами 2 петли, и 2 петли я добавлю для формирования полотна. Всего вяжу 5 раппортов, 5 2 10 и плюс 2 петелечки еще. Далее я выполняю одну петлю для перехода от одного ряда к другому, и во вторую петлю от крючка начинаю выполнение столбиков без накида. Все очень просто, здесь ничего сложного. Так мы с вами выполняем в каждую воздушную петелечку до конца ряда. И повторюсь, раппорт ширину 2 петли, раппорт высоту 2 ряда. Мы выполнили столбики без накида, продолжаем нашу работу и начинаем выполнение нашего ряда столбиков с 5 воздушных петель подъема. 3, 4, 5. Выполнили 5 воздушных петелечек подъема, работу разворачиваем. Далее выполняю 3 накида на крючок, пропускаю первую вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок. Выполняю столбик с 3 накидами. Наши интересные столбики будут основаны на столбике с 3 накидами. Далее, смотрите, я ввожу крючок в накид и нить столбика, захватываю рабочую нить и провязываю. Далее опять в накид и нить столбика и провязываю. Накид и нить столбика и провязываю. Далее выполняю накид на крючок и ввожу крючок в следующую вершинку. Провязываю. Далее очень внимательно я выполняю провязывание 3 петель на крючке и далее по 2, 2, 2, 2. Мой вот такой интересный столбик готов. Видите, он такой объемненький и в то же время не плотный, а ажурный получается. И давайте еще раз повторим. Все очень просто. Столбик с 3 накидами. В следующую вершинку вводим крючок и провязываем. 1, 2, 3 и 2 вместе. Далее ввожу крючок, накид и нить столбика, провязали. Накид и нить столбика, провязали. И еще раз. Выполнили. Далее накид и ввожу крючок в следующую вершинку. 3 петли у меня сразу провязывается. Далее по 2, 2, 2, 2. И вот такая красота у нас уже с вами получилась. Видите? Очень просто выполняется, смотрится объемно, ажурно и необычно. 3 накида и еще раз мы выполним точно такой же столбик. Немножко побыстрее буду выполнять. Очень легко запоминается и в то же время прекрасно смотрится. 1, 2 и 3. Выполнили. Накид, ввожу крючок и провязываем. И наш столбик готов. Так мы с вами выполняем наши интересные столбики до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда. Ваш ряд, конечно же, будет намного длиннее. И я выполняю 3 накида на крючок, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю мой столбик с 3 накидами. Выполнили. И смотрим.
Вот такая красота у нас получается. Нашему столбику соответствует 2 петли и 2 вершинки. И в нашем случае раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Следующий ряд у нас будет столбиков без накида, вяжется очень просто. Я выполняю воздушную, работу разворачиваю, вершинку столбика с 3 накидами, столбик без накида. И далее, как я и говорила, да, нашим таким интересным столбикам соответствует 2 вершинки, поэтому мы над каждым столбиком провязываем по 2 столбика без накида. Вот такие у нас с вами необычные, интересные, в то же время достаточно простые столбики получаются, смотрятся великолепно. Так вы вяжете до конца нашего ряда. После того, как мы выполнили ряд столбиков без накида, обращаю ваше внимание, мы завершаем ряд столбиком без накида в 5-ю воздушную петелечку подъема или 1-ю после вершинки. Не забываем провязывать именно эту петлю. Теперь наш ряд завершен. Это изнаночная сторона нашего узора. Вот так по изнанке смотрятся наши столбики. Необычно и объемно. Далее я выполняю 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю и начинаю выполнение опять же моих красивых, объемных и в то же время ажурных столбиков. Очень круто смотрятся и очень просто вяжутся. 3 накида на крючок, пропускаю 1-ю вершинку. Напоминаю, столбики основаны на столбике с 3 накидами. Выполнили и провязываем. Мы с вами все это выполняли, просто повторяем. Накид и провязываем. Видите, вот такая красота у нас получается. И давайте еще один столбик выполним. Обязательно поэкспериментируйте. Я уверена, что такие столбики просто великолепно будут смотреться из ангоровой пряжи, из полушерсти, из полухлопка и так далее. И продолжаем нашу работу. Повторяем выполнение нашего столбика. Накид и провязываем. Повторюсь, раппорт в ширину у нас 2 петли, раппорт в высоту у нас 2 ряда. Наши столбики и столбики без накида. Видите, какая красота получается. Очень интересно и в то же время очень-очень просто. Объемный и ажурный столбик. Так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий, интересный столбик. Он объемный и в то же время ажурный. Вяжется очень просто. Само полотно получается такое вот нежное, воздушное и очень-очень красивое. Сам столбик я использовала в самом простом узоре. Можно, конечно же, поэкспериментировать, добавить ряды столбиков без накида, с накидом, воздушные петли. Повторюсь, столбик располагается на 2 петлях, ему соответствуют 2 вершинки. Вот такая красота. Очень классное полотно получается. Можно связать буквально любое изделие. Изнаночка. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Спасибо за лайки и за ваши комменты. До новых встреч и творческих вам успехов.